В декабре 1805 года в битве при Аустерлице Наполеон Бонапарт, император Франции, одержал сокрушительную победу над объединенными силами Австрии и России. Наполеон теперь доминировал в Европе. Он мог делать все, что посчитал бы нужным. В феврале 1806 года он послал армию во главе с маршалом Массена, чтобы свергнуть короля Неаполя, который осмелился встать на сторону врагов, и вместо него посадил на трон собственного брата Жозефа. Другой брат, Людовик, стал королем Голландии. Его немецкие союзники, Бавария и Вюртемберг, были возведены в статус королевств. В то время как Наполеон провозгласил себя защитником Рейнского союза, нового объединения германских государств, которое должно было пополнить его армию 60 тысячами военнослужащих. В знак признания новой реальности император Австрии Франц официально распустил Священную Римскую империю, основанную Карлом Великим 1000 лет назад, ныне находящуюся без влияния и целей. Австрия была унижена. Франция оставалась в состоянии войны с Великобританией, Швецией и Россией. Но летом 1806 года все взоры были прикованы к Пруссии. Мы рады сообщить, что теперь доступно спонсорство на канале «Эпичная история». Теперь каждый может поддержать нашу работу и помочь сделать видео более регулярными. Ваши имена будут увековечены в титрах наших видеороликов. Также у вас появится уникальный значок около никнейма в комментариях под видео. Мы будем искренне благодарны за вашу поддержку эпичной истории. Вместе мы делаем этот мир лучше. Прусский король Фридрих Вильгельм III относился к Наполеону с глубоким недоверием и собирался присоединиться к коалиции против него, когда пришло известие о ее катастрофическом поражении при Аустерлице. На него сильно повлияла его жена, знаменитая и популярная королева Луиза, которая ненавидела Францию и Наполеона. Она возглавляла влиятельную партию войны при прусском дворе. Ситуация обострилась в Ганновере, немецком государстве, которое принадлежало британскому королю Георгу III. Оно было оккупировано французами и передано Наполеоном Пруссии в качестве компенсации за другие территориальные изменения. Теперь пруссаки узнали, что Наполеон тайно предложил вернуть Ганновер Британии в обмен на мир. Советники Фридриха убедили его, что война – единственный достойный путь. Но затем Пруссия допустила основную стратегическую ошибку, отправив ультиматум Наполеону, не посоветовавшись со своими новыми союзниками по четвертой коалиции. Их силы были слишком далеко, чтобы помочь Пруссии, которая теперь столкнется с великой армией Наполеона, имея в качестве поддержки только небольшое государство Саксония. В 1806 году прусская армия имела грозную репутацию с 50-х годов прошлого века, со времен правления Фридриха Великого. Наполеон, изучавший историю, относился к ней с уважением. Но армии Пруссии было позволено почивать на лаврах. Ее генералы были старыми, ее штабной работе мешали бюрократия и личное соперничество. Ее движения были неповоротливы и предсказуемы. Однако на прусских солдат можно было положиться в сражении со всей гордостью и решимостью, в то время как прусская кавалерия считалась одной из лучших в Европе. В октябре 1806 года Наполеон вторгся в Саксонию с армией в 166 тысяч человек и 256 орудиями. Продвигаясь 3 колоннами, французы пересекли горные леса Тюрингии по дорогам, тщательно разведанным разведчиками и шпионами. Наполеон намеревался угрожать Лейпцигу и вступить в решающую битву с прусской армией, которая, как он полагал, находилась близ Геры.
На самом деле пруссаки находились дальше на западе, сосредоточившись близ Эрфурта, на западном берегу реки Зале. Немецкий командир, герцог Брауншвейгский, надеялся зайти с фланга наступающей армии Наполеона. Но сбитый с толку скоростью французов, он теперь приказал отступить на север, чтобы найти новую линию обороны. 10 октября в Заальфельде 5-й корпус маршала Ланна столкнулся с прусским авангардом, которым командовал принц Людвиг Фридрих, двоюродный брат короля. Прусские войска были разбиты, а сам принц Людвиг убит в бою с квартирмейстером французского 10-го гусарского полка. 3 дня спустя Лан заметил крупные прусские силы близ Йены и послал известие Наполеону. Французский император, полагая, что он нашел главную прусскую армию, быстро отдал приказ своей армии сосредоточиться для сражения у Йены. 1-й корпус Бернадота и 3-й корпус Даву должны были пересечь Зале и обрушиться на прусский фланг с севера. Но Наполеон ошибся. Лан столкнулся с 35-тысячным прусским арьегардом под командованием генерала Гагенлоя. Главная прусская армия, 52 тысячи человек под командованием герцога Брауншвейгского, находилась дальше на севере, двигаясь прямо по пути 3-го корпуса Даву. Битва при Йене началась в 6:30 утра 14 октября в густом тумане. 5-й корпус маршала Ланна уже закрепился на плато к западу от города и реки. Его первой задачей было отбросить пруссаков и освободить место для развертывания остальной французской армии. Пехота пошла в атаку, и ожесточенные бои развернулись за деревни Коспеда, Клозвец и Люцерода. Тем временем 7-й корпус Ажеро продвигался через овраг, выходя на плато на левом фланге Ланна, в то время как 4-й корпус Сульта поднимался по крутым тропам, чтобы развернуться справа от него. Наполеон присоединился к Ланну в центре поля боя, организовав батарею из 25 орудий для поддержки атаки на Фирценхайлиген. Деревня была захвачена, но затем пришлось отступить под натиском решительной прусской контратаки. Справа, около 10 утра, пехота Сульта заняла Клозвец, но была контратакована на своем правом фланге возле Рёдигена. Решительная атака легкой кавалерии Сульта отбросила пруссаков, разгромив их пехоту и захватив 2 вражеских штандарта. Когда 6-й корпус начал подходить на плато, его бесстрашный, но стремительный командир маршал Ней проигнорировал приказы и бросился в бой вокруг Фирценхайлигена, на короткое время оказавшись отрезанным прусской контратакой, и его пришлось спасать гвардейской кавалерией. Генерал Гагенлоэ ожидал прибытия еще 15 тысяч солдат под командованием генерала Рюхеля в любой момент. До тех пор он в основном бездействовал, укрепляя свою линию обороны и приказывая совершать ограниченные контратаки. Но у него не было на это времени. Наполеон начал атаку всего с 25 тысяч человек. К 12:30 постоянный поток подкреплений довел его численность до 96 тысяч человек. Когда император проезжал мимо имперской гвардии, один молодой солдат, жаждущий быть посланным в бой, крикнул «Вперед!». Наполеон остановился и потребовал показаться того, кто говорил. Затем упрекнул солдата в его неопытности. Юноша не должен давать советов, пока он сам не победит в 30 сражениях. Однако момент настал. Хотя гвардия к ее разочарованию оставалась в резерве, другим французским корпусам было приказано двигаться вперед в общей атаке.
Прусская армия начала сдавать позиции. Сначала она сохраняла дисциплину, но затем распалась в общем беспорядке. Кавалерия Мюрата бросилась в погоню, сбивая и убивая саблями сотни бегущих пруссаков. Две дивизии генерала Рюхеля наконец прибыли в самый неподходящий момент. Они ненадолго задержали продвижение 5-го корпуса, но вскоре были обойдены с фланга, разбиты пушечным огнем и атакованы французскими кирасирами. Тем временем, в 20 километрах к северу, близ Аурштетта, маршал Даву двигался на юго-запад, ожидая обрушиться на прусское левое крыло у Йены. Вместо этого он столкнулся с главной прусской армией герцога Брауншвейгского, направлявшейся на север, чтобы занять новые позиции. Третий корпус Даву, насчитывающий 27 тысяч человек и 48 орудий, должен был столкнуться с армией вдвое больше, в то время как первый корпус Бернадотта, которому было приказано поддерживать Даву, нигде не было видно. Даву, прозванный Железным маршалом, не выказывал никаких признаков тревоги. Он сформировал свою первую дивизию в оборонительную линию с центром в деревне Хассенхаузен, а его пехота построилась в каре, чтобы отразить серию кавалерийских атак авангарда генерала Блюхера. Две другие его пехотные дивизии прибыли, чтобы укрепить линию обороны, храбро отражая непрекращающиеся атаки противника. Однако прусское продвижение было медленным и плохо скоординированным. Они не использовали свое численное преимущество, чтобы попытаться обойти Даву с флангов. В решающий момент герцогу Брауншвейгскому попали пулей в глаза, рана оказалась смертельной. Командование принял сам король Фридрих Вильгельм. Несколько прусских частей остались без поддержки, но король, убежденный, что он столкнулся с главной французской армией под командованием Наполеона, колебался. Около 12:15 маршал Даву контратаковал. Прусская армия развернулась и бежала. Даву одержал ошеломляющую победу, несмотря ни на что, но дорогой ценой. Его корпус понес 25% потерь. Каждый четвертый был убит или ранен, в то время как пруссаки понесли вдвое больше потерь. Когда до Наполеона дошла весть о том, что маршал Даву вступил в бой и разгромил главную прусскую армию, он сначала отреагировал с недоверием, а затем осыпал похвалами Железного маршала, а позже присвоил ему титул герцог Ауверштетта. Маршала Бернадотта, напротив, чуть не предали военному трибуналу за то, что не поддержал Даву. Армия Наполеона начала искусное преследование разбитых пруссаков, не давая им времени восстановить свои силы. Через 2 недели после 2 сражений при Йене-Аурштетте войска Наполеона во главе с героическим 3-м корпусом Даву вошли в Берлин. На следующий день генерал Гагенлоэ сдался в Пренслау. В Любеке генерал Блюхер и 20 тысяч пруссаков были изгнаны из города в тяжелых боях и вынуждены капитулировать. В то время как 25 тысяч пруссаков, осажденных в Магдебурге, сдались маршалу Нею. Армия Пруссии была разгромлена наполеоновским блицкригом. Всего за 33 дня Пруссия потеряла 20 тысяч убитыми, 140 тысяч попали в плен, 800 орудий и 250 штандартов было потеряно. Это было унижение, которое гордые пруссаки, такие как генерал Блюхер, не могли ни забыть, ни простить. В отличие от Саксонии, король Фридрих Вильгельм отказался заключить мир с Наполеоном. Он продолжал держаться в Восточной Пруссии, веря, что приближающиеся русские армии спасут его королевство.
Несмотря на еще одну славную победу Наполеона и Великой армии, война еще не была выиграна. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте, Твиттер и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Кириллу Дрельесу.